тема важна для тех, кто подрастает, кто младше вас по возрасту. Наверное, у себя дома, когда есть младшие братишки и сестренки, вы, наверное, видите, насколько дети зациклены на других совершенно героев. И у них есть оправдание, и у нас есть понимание, почему. Потому что везде, где только это доступно, для ребенка показываются Микки Маус там, и другие герои, которые, там, или другие сказочные явления, ну, которые, они тоже нужны, бесспорно, никто не отрицает, но при этом нету такого процента нашего продукта, именно нашего продукта, на котором эти детишки, которые подрастают, должны были бы, конечно, формировать свой образ жизни, вообще свое мышление. В Ингушетии, так как и в целом на Кавказе, одна из форм общения или воспитания, я вспомню еще свою молодость, это общение со старшими. Вообще воспитание закладывается не просто так, в аудитории, не специально собирая, а в быту, в жизни это все делается. К примеру, принято так, что старших вообще на праздниках, на мероприятиях, на других там траурных мероприятиях принято так, что обслуживать молодые ребята. И молодые ребята при старших не имеют права сидеть, не имеют права там, прислониться к стене, к примеру, да, не имеют права. Они скромно стоят, обслуживают, смотрят, помогают, при этом слушают разговоры старших. Это все впитывают в себя. Ну и понятно, какой старший может заговорить о каком-то крамольном, шкурном или там не воспитывающем этого молодого человека тему, да. Конечно, темы самые такие, которые вкладывают в голову этого молодого человека, традиции, обычаи, быт этого народа. Он уже с молоком матери это все впитывает. Это довольно серьезно, наверное, я бы даже сказал, процентов 80 вот этого воспитания, принадлежности к тому народу, к которому ты живешь, молодой человек получает именно там, на таких мероприятиях. И есть, когда мероприятие заканчивается, и обязательно старший про какую-то тему говорят, и вся молодежь туда заходит, и все слушают, о чем этот старший говорит. Это довольно серьезная тема, и ребята здесь, если с Кавказа, они прекрасно понимают, о чем я говорю. И вот это общение, не дежурное, а совершенно такое рядовое явление, обычай, быт, ну, обычные разговоры, обычные дела, которые происходят в любом народе, они, ну, как бы становятся таким цементирующим фундаментом, что ли, воспитания молодого человека в духе того народа, в котором он живет. Такая же тема, конечно, и у девчонок. Ну, здесь там свои темы, я не там с женщинами, взрослыми, с матерями разговариваю. Вот это есть одна тема. И одним из таких важным инструментом воспитания молодого человека является мать. Почему-то всем принято говорить, и мы, кавказцы, часто об этом говорим, что я мужчина в доме, я хозяин там, да, я это, все 50. Но опять же, мужчину воспитывает мать, женщина, как это ни странно. Почему? Потому что отец всегда находится, он добытчик с тех времен еще, он всегда или на охоте пошел за добычей, да, или на работу пошел, за деньги заработать, еще куда-то. А мать всегда остается с детьми. Мать воспитывает ребенка. Вот как мать вложит в голову этого ребенка, этот ребенок будет уважать, любить своего отца, свою улицу, свой дом, свой народ. Вот это очень важная тема. И это один из таких тоже показателей, насколько у нас на родине, опять же подчеркиваю, не только в Ингушетии, но и на Кавказе в целом, отдается предпочтение матери. Почему? Потому что мать это все. Я, конечно, понимаю, что перед вами надо говорить о своем жизненном опыте в том числе, да, но я бы хотел все-таки на примерах каких-то вам некоторые вещи раскрыть. Знаете, насколько сегодня тема патриотизма, тема истории нашего народа, в целом народа России, я имею в виду России в целом, затрагивается на самых верхах. Даже в послании президента нашей страны Владимира Владимировича Путина довольно серьезный большой блок вопросов уделено национальному
воспитанию вообще национального вопроса, идеологии национальной, патриотическому воспитанию, вопросам молодежи, молодежной политики. И все это косвенно вопросам культуры. Это все связано с одной темой: знание истории своих предков, своего народа, своей родины. Один из случаев: 9 декабря страна отмечала День Героев Отечества. Уже праздник еще в те царские времена, который внедрен, и после революции про этот праздник забыли. Но были другие праздники, тоже не менее значимые, где восхвалялись героика и вообще и боевые, и ратные, и трудовые подвиги наших жителей. И вот в 2007 году снова вспомнили про этот праздник, и опять этот праздник страна отмечает. Чтобы вы были в курсе, Георгиевский зал в Кремле именно был сделан в то время, построен под этот праздник, под День Героев Отечества. И в этом Георгиевском, почему он так и назвался Георгиев? Там первых принимали тех, кто был награжден Георгиевскими крестами. Это вот те, которые ратные подвиги совершали, эти люди сюда приглашались. И по каждому из них на родину того или иного героя шла телеграмма за подписью царя, где говорилось о том, что ваш сын, ваш землякин, это все грамотно расписывалось. И отмечая вот этот день, опять же вспоминают героев всех войн, времен, и русско-турецкой, русско-японской, всех войн, независимо. Конечно, бесспорно, и Великую Отечественную войну, и Афганистан. Все мероприятия, где люди, реально рискуя жизнью, не думая совершенно о том, чтобы остаться в живых или получить награду, выполняли свой долг. Да? Эта ситуация, она может возникнуть в любом месте, с любым из нас. Вот буквально приведу в рамках вот этого вопроса пример, да? Вот у нас в республике, да, есть моменты, есть когда бандиты иногда применяют оружие. Вот случай совершенно, да, можно сказать, что ребенок импульсивно там прикрыл собой второго ребенка, своего младшего братика, да? Девочка 7 класса, когда начался обстрел, там было покушение на участкового, она просто вот подминает под себя своего братика и закрывает собой. Да? Вот у нее сознание. Да? Откуда это идет? Да? Она же не готовилась, она же не знала, выходя из дома, что это будет. Вот ребенок, да, 7 класс, девочка. Но она получила ранение, слава богу, выздоровела, сейчас дома. Но она прикрыла собой. И про эту девушку можно сказать, что она это сделала бы в Москве, на Чукотке. В любом месте она бы это сделала. Почему? Потому что ребенок уже в сознании у нее воспитание так заложено, что она бы это сделала. Я иногда своим ребятам, таким же, как и вы, молодым ребятам, говорю, что к подвигу не готовится сегодня. Подвиг, он может быть разный, да? Для вас подвиг это в учебе, например. Для слесаря подвиг это у станка. Для водителя это подвиг ездить так, чтобы не совершать аварии, не поставлять там, тем более, если людей возишь. То есть подвиг он во всем, и трудовые, и боевые в том числе. Но бывает в жизни момент, когда в буквальном смысле вот сейчас. Да, если ты не готов к этому, не готовился к этому, не специально, а вообще в жизни, в поведении, в самодисциплине, поверьте, у вас это не получится, вы прозеваете этот миг. Хорошие такие слова есть, они исторические, они известные, что в жизни всегда есть место подвигу. Но это не значит, что надо обязательно идти, искать 3 танка, 1 гранату и совершать этот подвиг. Да? Нет. Я приводил пример, и ребята в Ингушетии это оценили как самый доходчивый пример. Когда я сказал, что если ты переходишь дорогу, или уйдешь по улице, или выходишь с подъезда, увидел фантик от конфеты, которую кто-то бросил, ты подобрал этот фантик, бросил в урну, а если урны нет, свернул, положил в карман, домой придя, у себя уже мусор бросил,
Вот это есть подвиг твой на этом этапе. Но если ты это не сделал, переступил через этот фанки, то ты не готов к другому подвигу. Ты не вынесешь бабку из горящего дома или не переведешь ее через дорогу. То есть это, одному кажется, это мелочь. Нет. Это именно то сознание, то воспитание. Почему? Потому что все идет от малого к большому.